финале я приняла решение о покупке щенка в России. Как я решилась вообще на логистику животного из России в Буэнос-Айрес. Для тренировки перед перелетом пришлось арендовать микроавтобус. Вот так выглядит переноска. Мы гуляем с дребезжащей тележкой. Вот этот сертификат далее я буду показывать по прилету в Буэнос-Айрес. Многие переезжают в Аргентину с домашними животными. Моя команда по аренде недвижимости часто решает вопросы с жильем для семей с котами, собаками или и с котами, и с собаками. Но прежде чем попасть в Аргентину с животным, нужно его еще перевезти. Как это сделать при таком длительном перелете? Я расскажу свою историю. А если это не первое видео, которое вы смотрите на канале «Аргентина на каблуках», пожалуйста, поставьте лайк. Ну что, сейчас я сижу на пересадке из Москвы. Получается, мы прилетели в Эфиопию, и здесь 4-часовая пересадка, и дальше самолет несет в Буэнос-Айрес через Бразилию. Я видела уже клетку с собакой. Ее, получается, сняли с предыдущего рейса из Москвы. Поставили на полосу, и приехала специализированная техника для того, чтобы перегрузить, получается, эту клетку в другой борт. Надеюсь, что все будет хорошо, и собака долетит без сложностей. Вот, хотя на самом деле очень переживаю за него. Расскажу тогда, пока есть время, о том, как я готовилась к этому перелету, как я решилась вообще на логистику животного из России в Буэнос-Айрес. Все началось с того, что я давно хотела завести собаку определенной породы, и искала заводчиков в Аргентине. Не нашла. Нашла только одного более-менее профессионального заводчика, у которого собаки с регалиями, то есть они участвовали в выставках, с документами, со справками о здоровье и так далее, с родословной. И, в общем, выбирать среди одного варианта мне показалось как-то неправильным. Вот, я привыкла подходить более тщательно к вопросу, к делу, и точно быть уверенной в шагах, которые я предпринимаю, по крайней мере, по возможности. Вот, и мне представлялось, что собаку нужно покупать только в тот момент, когда я буду точно уверена, что я покупаю у грамотных людей, у грамотных заводчиков. Для меня было важно, чтобы у собаки хотя бы на уровне вот этих документов родителей щенка были в порядке все анализы, и родословная была, и также для меня было важно, чтобы у собаки не было наследственных заболеваний. И, кроме того, есть ряд пород, которые предрасположены к определенным болезням, достаточно страшным болезням. Вот, и также для меня было важно, чтобы этих болезней не было в роду. Таким образом, я выбирала и в Аргентине, искала заводчиков, искала в других ближайших странах, в Бразилии, в Панаме, даже в Колумбии. Рассматривала разные варианты, в том числе привоз щенка из соседних стран, для того, чтобы... То есть я думала о том, что если, например, это будет какая-то другая страна, там, пусть не Аргентина, пусть это будет Панама или Колумбия, но, по крайней мере, по этим странам есть прямые рейсы с этими странами, и, соответственно, собака не будет испытывать того стресса, который испытывает во время многочасового перелета, и уж тем более с пересадкой.
Вот, однако, к сожалению, план не удался. И несмотря на то, что поиски я проводила в течение, по-моему, месяцев 3, наверное. Каким образом? То есть в Google искала по группам в Фейсбуке, там консультировалась с приютом, в котором я помогала в Аргентине. Ну, в общем, использовала разные методы, советовалась со всеми людьми, с которыми можно было посоветоваться, которых знала, но результат не увенчался успехом. Поэтому все-таки в финале я приняла решение о покупке щенка в России. Также в России тоже такой же тщательный поиск заводчика был произведен. То есть я смотрела на сами регалии самих заводчиков, клуба, родителей щенка. Далее мне нужно было, чтобы подходили даты определенные, то есть чтобы щенок рождался в определенный там промежуток времени, ну вот, то есть в определенные даты, потому что в связи там со своей загруженностью я также была ограничена в перемещениях. Я понимала, что если, соответственно, этот щенок все-таки рождается в России, я лечу за ним, ну вот, то мне необходимо будет высвободить как минимум 1,5 месяца для того, чтобы находиться вне страны, вне Буэнос-Айреса и проходить процесс адаптации тоже вместе со щенком. Вот, то есть это на самом деле целая операция, которую необходимо было реализовать, спланировать все тщательно и быть готовы к этому, что немаловажно. Таким образом, все-таки был выбран заводчик. У заводчика в этот период как раз только-только родились 11 щенков, и я, соответственно, получила право первого выбора кобеля и успешно его выбрала. И далее мы находились в тесном контакте с заводчиком. Мне присылали фотографии, видео почти каждый день. Мы были на связи, я была в курсе, как растет мой щенок. Вот в самых, по сути, первых дней, после первой недели, еще первый раз я его, получается, увидела, когда у него глазки были закрыты. И вот до момента, когда я его забирала, уже в 3 месяца от заводчика со всеми прививками. Мы были на связи, и я наблюдала за тем, как растет и развивается щенок. Значит, что важно, то, что так как я понимала, что это серьезный шаг, на который я иду, я к этому начала готовиться заранее. Еще находясь в Буэнос-Айресе и еще только планируя заключить контракт с заводчиком, я проконсультировалась с несколькими кинологами и посоветовалась по поводу вообще этой идеи, насколько она адекватна, перенесет ли щенок полет, рассказала, сколько мы будем лететь, с какими пересадками, как в этом случае мне необходимо самой подготовиться, подготовить щенка, подготовить дом, в который приедет щенок. И все эти вопросы на консультациях мы подробно разбирали. Я понимала, какие документы необходимо будет сделать, заготовить для его транспортировки. Я понимала, что нужно будет вот этот месяц карантина, ну там 21 день, но на самом деле по факту лучше, конечно, там чуть больше. В общем, у меня получился месяц нахождения после того, как я забрала щенка, и он находился на карантине. Вот этот месяц я с ним провела, чтобы он, во-первых, ко мне привык, чтобы я к нему привыкла. Мы готовились к полету, то есть я его тренировала, сейчас я расскажу об этом как. Для тренировки перед перелетом пришлось арендовать микроавтобус и потренировать Луча к переездам. Сейчас вот мы движемся по кочкам, проходим неровные участки дороги, и Луч тренируется в переноске. Несмотря на то, что в машине достаточно шумно, хотя, в принципе, это большой плюс, он учится как раз-таки спокойно относиться к посторонним шумам. Собака ведет себя довольно спокойно пока. Ну и плюс, конечно, я нахожусь, получается, рядом с ним, что доставляет ему тоже уверенности в том, что все будет в порядке. Вот, поэтому такую же процедуру надо будет еще раз провернуть, но когда меня уже не будет рядом, то есть я уже сяду в кабине с водителем и оставлю его одного вот в этом грузовом секторе. Сейчас он спит, ведет себя спокойно, не лает, не нервничает. В общем, чудо, а не щенок. Сегодня у супермаркета мы гуляем с дребезжащей тележкой. Вот я качу тележку. Она, конечно же, издает
дребезжащие громкие звуки. Вот, но так как таких тележек будет очень много в аэропорту, и в целом важно, чтобы щенок привыкал к различным предметам, которые движутся на колесах. Сейчас он пока побаивается велосипедов, вот всяких разных тележек, хозяйственных сумок на колесах. Вот, ему непонятно, что это за предметы. Вот, поэтому мы отрабатываем не бояться таких предметов, и в том числе всего того, что производит вот такие громкие шумы, гуляя по парковке и наслаждаясь прекрасными звуками тележки. Вот, щенок все ближе и ближе к ней подходит и привыкает. Плетется рядышком, уже на коротком поводке. Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке. Говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных и ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости и получение ВНЖ и гражданства. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовится к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарии своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступной каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Веду чат-канал, сейчас он появится на экране, с доступными к покупке объектами, результатами ремонтных работ под моим управлением. Разбираю успешные и не очень кейсы покупки недвижимости в Аргентине. Второе. Выпуски на тему подготовки к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Третье. Выпуски на тему арендной недвижимости. В помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. Вот эти все моменты мы тоже разбирали с кинологами, и они меня сопровождали на этом пути. Кроме того, заводчик тоже всячески мне помогал. Например, для транспортировки собаки необходимо, естественно, закупить клетку, пригодную для полета, и желательно начинать приучать щенка заранее. Что мы сделали? То есть клетка была куплена заранее, когда щенок был уже выбран, и эту клетку мы привезли к заводчику для того, чтобы по возможности они периодически пускали туда щенка, чтобы он ее обнюхивал, чтобы он чувствовал, что это что-то, что он давно знает, что это не какая-то страшная коробка. Ну вот, в общем, здесь тоже с их стороны, со стороны заводчика была хорошая помощь. Я оговорилась относительно того, что после того, как мы выбрали щенка, так вот процесс выбора щенка тоже был тщательно спланированный и заготовленный. То есть на выбор щенка поехали мои родственники.
На видеосвязи была я, был кинолог, и мы выбирали, по сути, из 2 щенков, которые понравились больше всего, и нам было важно в том числе оценить там психологическую устойчивость собаки, потому что я понимала, что собака будет летать, и, возможно, не один раз. Вот, поэтому мне важно было выбрать того щенка, который сможет совершать перелеты, не будет бояться громких звуков, ну, не будет в том числе гиперактивным, потому что у него не должна быть такая супер экспрессивная психика, вот, потому что, ну, это тоже негативно может сказаться как бы на нем, вот. В случае, если он переживет такое приключение. В итоге был выбран щенок, и, соответственно, далее, как мы делали тесты, то есть мы бросали ключи, мы там еще делали ряд тестов на то, чтобы определить, как он себя ведет и реагирует на посторонние, во-первых, новых людей, посторонние звуки. Также мы попросили показать нам, как он взаимодействует со своей мамой. Соответственно, маму тоже выпустили, и нам было важно, чтобы тоже он как бы там и не боялся ее, и при этом как бы не сильно активно доминировал над большими, ну, в смысле, над мамой, да, там, над большими, в том числе, собаками. Вот, ну, в общем, все тесты были проведены, и в результате был выбран мой щенок. Я его забрала, получается, в 3 месяца и 1 неделю, ну, то есть 3 с небольшим, после того, как у него уже были проставлены все прививки заводчиком, и были на руках у нас документы. То есть я забрала его с его паспортом, с проставленными в него необходимыми прививками. И далее мы начали готовиться к полету. Как мы это делали? Во-первых, я включала звуки аэропорта и другие шумы. То есть было важно, чтобы щенок привык к таким вот, во-первых, необычным звукам, во-вторых, громким звукам, в-третьих, звукам, похожим на звуки аэропорта, двигателя самолета, тому, что будет его окружать. То есть все понимали, что он полетит в багажном отсеке, потому что размеры его и вес уже превосходили допустимый для перемещения его в салоне самолета. Вот, поэтому важно было, чтобы он понимал, что это нормально, что будет громко, будет страшно, будет трясти. Ну вот, то есть, во-первых, мы включали вот звуки аэропорта и самолета, пока он спал, и он потихонечку привыкал. То есть щенок засыпает, я включаю там эти всякие звуки, в том числе там лай собак, например, потому что он мог лететь бы не один, и ему важно было в том числе быть готовым к тому, что там будут как бы кто-то мяукать, кто-то гавкать, лаять. Ну вот, поэтому он не должен был всего этого бояться. После этого активно приучала к переноске. То есть помимо того, что переноска стала для него домиком и местом для сна и отдыха, таким безопасным местом, важно было, чтобы он понимал, что в этой переноске можно прекрасно кататься, прекрасно вообще эту переноску могут поднимать, она может дребезжать. Эту переноску я катала по двору, ну вот, так как мы жили в загородном доме, у нас была площадка и масса возможностей для того, чтобы катать щенка по этой площадке, и он понимал, что как бы ехать и дребезжать, ну, в переноске это круто и нормально. Да, вот такая вот попалась ему семья, в которую он попал. Вот, теперь он будет много перемещаться, много кататься, и это нормально. Вот, а потом после этого мы его катали отдельно, получается, загружали уже саму переноску вместе со щенком в грузовую машину и тоже его катали в этой машине, чтобы он тоже понимал, как бы, что по кочкам, крутые повороты, переноска может двигаться. В общем, он может испытывать какой-то дискомфорт, некую турбуленцию, и тоже должен был привыкать к этому. Еще мы посещали активно разные места, где были новые люди, потому что, естественно, в перелете он сталкивается как бы с новыми запахами, голосами, масса людей его окружает, в том числе в аэропорту, и все это не должно у него вызывать стресс. Вот, поэтому мы его вывозили там, на ЖД-станцию, в какие-то большие
в торговые комплексы, на площади, там, где много людей, ездят машины. Мы часто гуляли вдоль дороги, чтобы он привыкал к звукам автомобилей и разного транспорта. Вот, поэтому это тоже было важно. Мы отрабатывали не бояться вот этих тележек и всего того, что связано с колесами, потому что первое время у него это вызывало какие-то волнения, то есть как ему не нравились предметы, движущиеся на колесах, ни велосипеды, ни самокаты, ни тележки. Вот, поэтому тоже мы это прорабатывали. После всего этого я также тщательно занималась подготовкой самой переноски. То есть закупила поилку для грызунов с шариком, чтобы он мог пить в течение полета. Заготовила порцию еды, чтобы покормить его после полета. Канцелярский нож для того, чтобы обрезать хомутики, перчатки, которые помогают, чтобы не поранить руки при снятии и одевании колес для переноски, влажные салфетки. Внутрь, соответственно, мы положили конги, это специальные игрушки с кормом, палку, которую он может грызть, жевательную косточку. С собой я взяла миску для воды пустую, чтобы сразу напоить его после прилета. Пустую бутылку для воды, чтобы наполнить ее. Также у меня была под рукой бутылочка. Одноразовые перчатки, пеленки. Ну и, конечно же, документы – это в первую очередь то, что важно иметь в виду и сразу же учитывать. Вот так выглядит переноска. Здесь я положила коврик и зафиксировала его двусторонним скотчем, чтобы он не скользил по клетке. И также моя собака любит мягкие пледы, поэтому я положила мягкий плед на случай, если ему будет просто неуютно или холодно. И в клетку положила различные штучки, чтобы он мог себя занять в полете. Всякие игрушки, косточки и другие любимые его предметы. Кроме того, там есть палка, которую он тоже может грызть и развлекать себя. Внутрь также я положила тряпочку на случай, если нужно будет что-то протереть уже, когда мы прилетим. И с той стороны зафиксировала канцелярский нож, зафиксировала его скотчем на случай, если он тоже пригодится мне для того, чтобы порезать хомутики, которыми дальше эту клетку тоже зафиксируют вот здесь вот. Поэтому канцелярский нож может пригодиться. Еще здесь установлена поилка, она уже зафиксирована у нас вот здесь вот внутри скотчем, и это поилка для грызунов со специальным шариком, соответственно, здесь чуть-чуть капает вода, но собака может пользоваться этой поилкой для того, чтобы попить воду. Здесь также внутри лежит лед, который я попросила в кафе, для того, чтобы тоже какое-то время лед таял, и, в общем, вода сохранялась холодной и в таком кристаллизированном виде. Вот, наверное, основные вещи. Еще клетка оснащена болтиками, тоже обращаю внимание. Вот эти вот болтики – это требования авиакомпании. Клетка должна быть обязательно зафиксирована вот этими железными болтами, потому что эти клипсы легко снимаются и могут вообще потеряться в течение полета. Вообще клетка очень удобная, колесики двигаются вот так вот. Здесь есть стоперы, то есть специальные педали, которые фиксируют колесо, и зафиксировать можно два колеса, передних, например, правое и левое, и клетка уже не будет так двигаться. Это для того, чтобы зафиксировать ее здесь, пока мы находимся в аэропорту. Вот. Но когда я буду ставить щенка на ленту, и он будет уезжать уже в полет, то все колеса снимаются с клетки. Соответственно, эти колеса я с собой увезу до Аргентины. Хороша клетка тем, что здесь классно фиксируется дверца. Нужно ее зафиксировать вот таким образом, и дальше, если все вошло в пазы, как сейчас, например, да, мы слышим щелчок, то закроется защелка. Вот, соответственно, вот эти вот регуляторы уже не будут работать, и щенок не сможет лапой, например, если будет желать выйти, он не сможет открыть эту клетку. Вот, ну и плюс вот эти кармашки тоже, конечно, хорошая вещь, потому что сюда можно положить, также я положу еще, наверное, небольшую порцию корма для того, чтобы можно было прямо по прибытии в Буэнос-Айрес также его покормить. Вот эта вот ручка тоже, она удобно здесь работает, то есть за эту ручку можно клетку возить, и также
передвигать. То есть, например, ставить на весы. Вот сейчас я перед полетом взвешивала щенка для того, чтобы оплатить дополнительный багаж в виде животного. И вот эти вот ручки здесь фиксируются путем передвижения вот этого бегунка. То есть его можно вот так вот по салазкам в разные стороны, вправо-влево передвигать. И вот сейчас, например, мы можем зафиксировать ручку. Вот сейчас как бы мы зафиксировали, все. Благодаря этой ручке я могу клетку целиком поднять. То есть вот так вот я ее поднимаю двумя руками, достаточно просто. Вот, прикольная клетка. Получается, за 5 дней до вылета мы посетили ветеринарную клинику и получили справку по форме 1, которую далее поменяли в аэропорту на сертификат. Для того, чтобы получить сертификат, нужно приехать в аэропорт заранее. Я приехала за 5 часов до вылета. В принципе, я думаю, если за 4 приехать, то этого вполне достаточно. Передо мной был один человек, и в целом, даже с учетом того, что очереди не было, все равно время на оформление документов ушло, наверное, где-то минут 40. Мне дали заполнить в электронном виде форму, в которой я заполнила все остановки, которые мы посещаем на маршруте, пересадки наши, номера рейсов, полностью все досье, все данные на собаку, на ветеринарную клинику, которая выдала форму 1, справку. Также необходимо было заполнить данные по прививкам. В общем, полностью все досье было внесено в эту электронную систему, и далее сотрудник ветеринарного контроля аэропорта, она уже подправила эти данные самой анкеты и вынесла на руки готовый международный сертификат. Вот этот сертификат далее я буду показывать по прилету в Буэнос-Айрес, в Сенаса, так называемая тоже ветеринарная служба Аргентины. Тоже нужно учитывать и время на прохождение всех этих инстанций и сбор документов, и тщательно проверять все документы вплоть до букв, до номеров рейсов, чтобы нигде не было ошибок, помарок. И остановку в Бразилии тоже я указала как остановку, хотя, по сути, мы не выходим из самолета. Но на всякий случай, в случае, если что-то, например, произойдет с самолетом, и нас будут перемещать в аэропорт, или там мы будем делать какую-то все-таки пересадку многочасовую, то важно иметь указание о том, что мы имеем право выходить на этой территории, и поэтому в этом сертификате должна быть указана в том числе остановка Сан-Паулу. Ну что, в результате собака преодолела более 25 часов в перелете и на пересадках. Я интересовалась у бортпроводников на всех промежутках, то есть из Москвы до Эфиопии, из Эфиопии до Бразилии, из Бразилии до Буэнос-Айреса. Я интересовалась по поводу температуры в багажном отсеке. И они уходили для того, чтобы выяснить эту информацию, интересовались у капитана и, соответственно, возвращались ко мне с информацией о температуре, которая была в багажном отсеке. Я им объясняла, что со мной летит собака, поэтому я беспокоюсь за нее, для меня это важно, и просила каждый раз это уточнить. Они возвращались ко мне с разной информацией. Кто-то отвечал, что температура 18 градусов, кто-то 21. По мне было нормальным, если бы температура была в районе 20-22. Соответственно, я просила их увеличить температуру для того, чтобы щенок не замерзал. И они позитивно на это реагировали и передавали эту информацию капитану. И потом возвращались ко мне с информацией о том, что они увеличили температуру. Вот, это... Судя по всему, это возможно. Вот. Далее хочу рассказать о том, что по прилету в Буэнос-Айрес собаку выдали по ленте с багажом, то есть сама переноска двигалась по ленте. Я сняла его с ленты, сразу же, соответственно, у меня, так как я запаслась устройствами для открытия хомутиков, то есть канцелярским ножом, я, соответственно, сразу же сняла все приспособления, которые фиксировали дверцу переноски, дала собаке выйти, напоила собаку водой. Щенок вел себя очень хорошо, в плане он не показывал каких-то
заметных признаков там либо усталости, либо стресса. Соответственно, у меня была бутылка с водой, он начал с этой бутылкой играть, потому что он привык играть с пластиковыми предметами. И что как бы было хорошим для меня знаком, что если спустя как бы несколько секунд после того, как я открыла переноску, щенок играет, ну, значит, все не так уж плохо. Вот, собственно, он попил. После этого я обратно поместила его в переноску, и мы пошли на ветконтроль. Ветконтроль находится при выходе соответственно, из сектора получения багажа при проходе к финальным устройствам для просвечивания багажа по коридору, соответственно, и с правой стороны. То есть в рамках этого длинного коридора, который вы проходите уже с багажом, со своим, с правой стороны находится такая небольшая стойка, и там был сотрудник, который получил от меня все необходимые документы, то есть ветпаспорт щенка, заключение, вот это международное заключение, которое давали мне в аэропорту в Москве. Задал еще пару вопросов о том, там, планируем ли мы куда-то дальше вылетать или не планируем. И буквально через несколько минут, то есть он зарегистрировал где-то в компьютере, сфотографировал эти мои документы и отпустил. То есть сама регистрация животного в Буэнос-Айресе заняла, просто я думала, что это будет гораздо дольше, заняла просто минимальное количество времени, чему я была очень рада после такого многочасового перелета и позднее время прилета. Соответственно, тут мы счастливые двинулись дальше, прокатили по ленте, соответственно, все чемоданы и переноску, и вышли из аэропорта. То есть с момента получения багажа до выхода из аэропорта, ну, прошло вообще минут, не знаю, 5-7. Это крайне быстро, я считаю. То есть, ну, можно сказать, что либо повезло, либо, соответственно, работа в аэропорту Буэнос-Айреса действительно, ну, налажена на очень высоком уровне. Собственно, сейчас щенок в Буэнос-Айресе, он адаптируется к новой жизни, к новому климату, к новой воде, к новым тропинкам, по которым он ходит на прогулки, знакомится с другими собаками и адаптируется к аргентинской жизни. Итак, подведу итоги. Как подготовиться к перелету с животным? Сначала изучите список требований страны для ввоза животного. В Аргентину требуется наличие ветеринарного паспорта с основными вакцинами и печатями согласно возрасту животного. Затем, за 5 дней до вылета необходимо получить ветеринарное свидетельство по форме номер 1. Для этого вам потребуется ИНН, ваш паспорт как владельца животного и ветеринарный паспорт самого животного. Титры на бешенство пока не требуются Аргентиной. Далее, в аэропорту вылета вы меняете ветеринарное свидетельство по форме 1 на ветеринарный сертификат международного образца, и по прилету в Аргентину в аэропорту вы регистрируете животное и его документы в ветеринарном контроле страны, где предъявляете само животное, ветеринарный паспорт животного и ветеринарный сертификат. По расходам. Выдача в ветеринарной клинике ветсвидетельства стоила 2000 рублей. Выдача в аэропорту ветсертификата была бесплатной. Оплата провоза животного на рейсе в отсеке для транспортировки животных рассчитывается от веса. Мои расходы составили 36 тысяч рублей. Регистрация животного в ветконтроле в Аргентине бесплатна. Если вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, поставьте лайк или плюсик в комментариях. Так я буду знать, что это видео было полезным. До встречи!